Полундра. Сколько ты зарабатываешь, играя на губной гармошке? Сколько и как вообще можно заработать благодаря этому маленькому инструменту? Мы провели эксперимент и выяснили. Спойлер, 362 рубля примерно за час, играя в переходе. Однако, почему был выбран именно такой способ выступления? С чем пришлось столкнуться в процессе? Поговорим об этом подробнее. Игра на улице или в переходе – это достаточно простой способ выступления. Пришел на место и играешь себя. Не нужно ждать какого-то мероприятия, за выступление еще не факт, на котором что заплатят. Не нужно организовывать мероприятие, вероятно, вкладывая в него силы и средства. Нужен только инструмент, репертуар и желание. Или нет? Для начала, почему был выбран именно переход? Помимо очевидных преимуществ перед, например, игрой в парке в виде отсутствия зависимости от погоды, снег, дождь, ясная погода, большой разницы нет. Есть менее очевидное. Так не все захотят вас услышать. Скорее всего, не всем понравится ваше выступление, даже если вы очень хорошо играете на инструменте. Если вы играете в парке, то рядом может находиться, например, единственная свободная лавочка, и кто-то устанет и захочет на ней присесть. И человеку в таком случае придется вас слушать, хочет он этого или нет. Переход – другая история. Он нужен для того, чтобы перейти через дорогу, и в общем-то все. Посмотрите на переход, в котором я играл. Здесь, собственно, ничего больше и нет, кроме самого перехода. Больше здесь нечего делать. Если прохожему понравится ваша музыка, он остановится и послушает. Если не нравится, пройдет мимо. Конечно, такое место можно попробовать найти в парке, но я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Идем дальше. Я играл в формате гитара, губная гармошка. Почему был выбран именно такой формат? Почему не сольная губная гармошка? Во-первых, я за живую игру. Нравится вам играть под минус? Ваше право. Мне по душе лайв формат. Во-вторых, гитара и губная гармоника звучит интереснее, чем просто губная гармоника. Понятно, что это накладывает определенные ограничения на исполнение. Я ни за что не сыграю с холдером так же технично, как без него. Но ничто не идеально, как говорится. Следующий вопрос. Почему я играл с подключением? В целом, в таком переходе, как тот, в котором я играл, усиление не обязательно. Реверберация такая, что пришлось выкрутить в ноль соответствующие потенциометры комбика. Но я играл на гитаре Cigar Box. Звучит такая гитара акустически достаточно тихо. Этого хватает для репетиций, но недостаточно для концерта. Гармоника такую гитару перекрикивает, поэтому в усилении есть смысл. Еще больше в нем смысла при игре на улице. Посторонние звуки, ветер и в целом открытое пространство хорошо так гасят вашу громкость. Так что комбик и микрофон точно не помешают.
Далее, что за музыку я играл? 50% своего творчества, 50% каверов. Золотая середина, можно сказать. Само собой, это не идеальный вариант, но вариант, показавший, как мне кажется, себя успешным. Что я имею в виду? Поначалу мне показалось, что только на каверах прохожие останавливаются и кладут заветную монетку, но нет. На авторских песнях результат был примерно таким же. Понятное дело, что услышав знакомый мотив, вероятность, что человек прислушается к вашей игре выше, но в итоге все по большей части зависит от того, нравится происходящее невольному слушателю или нет. И если ваша музыка нравится не только вам, то значит она также может иметь положительный эффект наравне с проверенными хитами известных музыкантов. Теперь поговорим про нюансы. Небольшой репертуар. Это, кажется, было мое второе выступление в рамках проекта Max Neville. Кстати, послушайте альбом Infinity Years, ссылки в описании под роликом. Наш любимый инструмент представлен во всем великолепии, в различных жанрах, песенная и инструментальная музыка практически на любой вкус. Поэтому я банально не успел накопить достаточно треков. Я возвращаюсь к игре в переходе. По ощущениям нужно не меньше 20, чтобы устроить, что называется, настоящий концерт. Правда, это нивелируется тем, что по сути можно играть музыку по кругу, так как мало кто останавливается, чтобы послушать больше 2-3 треков. Но все же играть подряд одно и то же, по много раз, не очень-то интересно. Разумеется, это не значит, что нельзя играть на улице, пока не накопишь на 2 альбома. Просто нужно иметь этот момент в виду. В качестве бонуса я понял, какие песни надо бы еще подучить, а какие уже звучат нормально. Далее будут проблемы, которые возникли при выступлении, но перед этим мне хотелось бы сказать, что в наш альянс на постоянной основе, в качестве постоянного участника вступил Семен Рогозин, известный по своему YouTube-каналу Харпер, где он выкладывает очень интересные и крутые видео про губную гармошку и все, что с ней связано. Подпишитесь обязательно на этот канал, ссылка в описании. Я попросил Семена рассказать про свой опыт игры, так сказать, на улице. Поэтому давайте сейчас его послушаем. А полное видео с его рассказом вы можете посмотреть по ссылке в описании. У меня такая интересная история произошла в жизни. Однажды я просто гулял в парке, и ко мне подошли знакомые и сказали, что там выступает гитарист один, ему нужна поддержка, и знали они, что я играю на губной гармошке, в общем, уговорили меня играть вместе с ним в парке. Это был первый раз. Мне было жутко страшно, я готов был провалиться просто под землю, но публика, которая собралась, настолько тепло меня встретила и поддерживала, что я понял, что это сильно меня очень мотивирует. С тех пор я совершенно не стесняюсь играть на улице. Обычно, когда иду в парк и знаю, что будет такая возможность, то беру с собой самый обычный мой набор. Это 3 гармошки, тональности мои любимые. Это
си бемоль, ля и соль. Если есть возможность поиграть с перегрузом, то есть через комбик с микрофоном, то, конечно, я беру с собой полностью оборудование. Конечно, мне еще очень нравится играть с гитаристом. Но если с барабанщиком, вообще здорово. Ну вот, у меня есть мой друг хороший, Саша, гитарист. Вот, мы здесь, в нашем поселке, вместе с ним играем блюз. Там еще где-то, куда позовут. В общем, я считаю, это очень здорово. Честно скажу, за деньги никогда не играл. Вот, да и цели такой не было. Просто нравится в спокойной обстановке, по-семейному, просто в режиме джема поиграть. Всем твоим зрителям я советую не бояться играть на улице, на публике, не стесняться. И если вы ни разу не пробовали, обязательно попробуйте. Почувствуйте, насколько это мотивирует, насколько это воодушевляет. Спасибо Семену. Еще раз поздравляю его с тем, что он вступил в наше сообщество. Я думаю, видео, подобных этому, будет выходить теперь больше. Поэтому еще раз подписывайтесь на канал Семена и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Пираты губной гармошки, он же Pirates of the Harmonica. Итак, проблемы с гармошками. В видео, посвященном 3 главным плюсам и минусам гармоники, подсказка выше, я рассуждал о том, что желательно иметь помимо основных запасные гармошки на случай, если во время выступления что-то с инструментом случится. Вот случилось. На одной из 3 гармошек начало затыкаться 6-е отверстие на выдох. Посмотрите, это было несколько неприятно. В итоге 4 композиции, которые я играю на данной гармонике, оказались недоступны. Ближе к концу язычок более-менее ожил, но не полностью, что привело местами к лаже. Неприятно, так что никто от этого не застрахован, поэтому запасные инструменты реально штука полезная. В целом же я считаю, что эксперимент удался. Много заработано или мало, решать вам. Это в любом случае полезный и интересный опыт. Еще раз, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, берите у меня индивидуальные онлайн уроки игры на хроматической губной гармошке. Все контакты в описании, спешите, первый урок бесплатно, а мы опускаем паруса. Пока. Thank you.